Давно мечтаете и все никак не можете решиться пройти обучение на частного пилота? Боитесь, что это займет несколько лет и стоит баснословных денег? Радуйтесь, потому что вы ошибаетесь. И сегодня мы расскажем, как можно стать пилотом в 5 шагов за пару месяцев, не вкладывая миллионы долларов. А перед тем, как начнем, поддержите канал лайком, а самое главное, подписывайтесь. Здесь мы рассказываем все самое актуальное и интересное на тему авиации. Частный пилот — это сертифицированный авиационный специалист с сертификатом частного пилота, который позволяет ему легально управлять воздушным судном. Частные пилоты проходят обучение по эксплуатации малых самолетов, навигации, маневрам самолетов, планированию полетов по пересеченной местности и действиям в чрезвычайных ситуациях. Лицензия частного пилота является наиболее востребованным типом сертификации пилотов. В Соединенных Штатах лицензия частного пилота на самом деле называется сертификатом частного пилота и похожа на водительские права для автомобилей. Получив лицензию, вы можете легально управлять самолетом. Летная подготовка включает в себя маневры самолета, навигацию, аварийные процедуры и планирование полета по пересеченной местности. Став частным пилотом, впоследствии вы можете стать коммерческим пилотом и получать доход, летая для частных лиц, мероприятий, частных компаний и коммерческих авиакомпаний. Сертификация частного пилота является первой важной вехой на пути к тому, чтобы стать пилотом авиакомпании. В чем преимущество работы частным пилотом? Во-первых, став пилотом, вы получаете множество вариантов карьеры. В перспективе вы сможете работать на человека или компанию, перевозя людей из одного места в другое, организуя экскурсии или перевозя грузы. Во-вторых, это гибкость рабочего графика. Многие пилоты, которые летают на частных самолетах, имеют относительно гибкий график и могут влиять на то, когда они работают и когда у них есть свободное время. Работа на неполный рабочий день или в качестве пилота по контракту часто является вариантами для этих ролей. Еще одна немаловажная причина – это конкурентоспособная зарплата. В дополнение к этому, частные пилоты также могут получать различные льготы от своего работодателя. И, наконец, клиентура. Некоторые пилоты, которые летают на частных самолетах, работают на знаменитостей, политиков или других высокопоставленных лиц. Частные пилоты также обычно перевозят меньше клиентов, чем коммерческие пилоты. Какие дополнительные фишки вы получаете, будучи пилотом частной авиации? Поскольку сертификат частного пилота позволяет вам летать во все гражданские аэропорты, и из них вы можете участвовать в различных мероприятиях, начиная от полетов в ближайший аэропорт на обед и заканчивая путешествием по стране или даже по всему миру, ни разу не ступив на землю. Вы также можете брать с собой друзей и семью и летать на выходные отдохнуть в красивом месте, куда не смогли бы добраться на авто. А как же стать пилотом, спросите вы, чтобы получить все эти фишки и радоваться жизни? В первую очередь нужно удостовериться, что вы удовлетворяете требованиям к лицензии частного пилота. Быть не младше 17 лет, читать, говорить, писать и понимать по-английски, иметь сертификат пилота-студента США, сертификат спортивного пилота или сертификат пилота-любителя, получить летную подготовку и подтверждение в бортовом журнале от уполномоченного инструктора, соответствовать требованиям к авиационному опыту для желаемого рейтинга самолета, пройти практический тест на требуемый рейтинг самолета. Мы рекомендуем вам пройти обучение на пилота в США. Среди преимуществ – сокращенные сроки обучения, международное признание его качества и, что удивительно, более низкая стоимость курса по сравнению со странами Европы. Если вы хотите учиться на пилота в американской летной школе, то сейчас расскажем о 5 шагах. Первый. Для начала нужно оформить визу в США. Туристическая виза выдается на срок от года и более. Далее следует подать заявку на разрешение от администрации транспортной безопасности. Это можно сделать на сайте Flight School Candidates. Ссылку вы найдете в описании. Заявка будет рассматриваться около месяца. После положительного ответа от TSA вас попросят сдать отпечатки пальцев. Можно сделать это уже в США. Это стоит порядка $100. Через сутки вы получите разрешение на обучение. Медкомиссия в Америке быстрая и лояльная. Есть несколько классов прохождения. Для частного пилота нужно проходить комиссию по 3-му классу. Это займет у вас не более получаса. Стоимость до $100. Для того, чтобы пройти медкомиссию, у вас должно быть хорошее зрение и нормальное давление. Студенческий сертификат пилота. Раньше этот документ выдавали сразу же с медсправкой, но сейчас все поменялось. Этот процесс занимает около месяца. Заявку на выдачу сертификата лучше подавать в первые дни вашего обучения, потому что без этого документа вы не имеете права самостоятельно летать.
Если вы сомневаетесь, что сможете сделать все это самостоятельно, то сейчас существует немало компаний, которые помогают в оформлении всех документов и заявок, помогают решить буквально любой вопрос. Каждый из этих пунктов играет большую роль и не стоит преуменьшать их значимости. Особо важно не терять время, если у вас срок пребывания в Америке ограничен. Почему стоит ехать в США для получения летного образования? На это есть как минимум 10 причин. Первое. Самый дешевый летный час. Самое недорогое авиационное топливо именно в США, следовательно, и самый дешевый авиационный час тоже в Америке. Общая стоимость летного образования получается дешевле, чем в тех странах, где топливо стоит дороже. Вторая причина – английский язык. Обучение в США – отличная возможность подтянуть свой английский. Третье. Надежность. Отдавая свои деньги за обучение, хочется быть уверенным, что вы не будете обмануты. В США законы работают четко и жестко, поэтому можно вкладывать в свое образование деньги со спокойной душой и не бояться, что вас обманут. Четвертая причина – это летная практика. Где, как ни в США, вы получите качественную летную практику? Во многих странах человек, только получив работу в авиалинии, имеет возможность налетать 1500 часов. В США дается все иначе. После того, как вы закончите обучение и получите лицензию коммерческого пилота, можно выучиться на инструктора, а в качестве инструктора налетать 1500 часов. Это даст вам возможность получить самую высшую лицензию в сфере гражданской авиации – сертификат пилота авиалинии ATP. Пятое. Система образования. В Европе необходимо сдать 14 теоретических экзаменов для того, чтобы вы могли претендовать на лицензию ATP. В Америке все намного проще. Сдав всего один экзамен, можно претендовать на лицензию ATP. Шестая причина – пожизненные летные сертификаты. В США все лицензии и сертификаты действительно пожизненно. У них нет срока или даты окончания. Во многих других странах лицензии надо обновлять каждые 2-3 года. В США только лицензию летного инструктора следует обновлять каждые 2 года. Эту лицензию имеют люди, которые обучают будущих пилотов летному делу в воздухе. Обновить лицензию в Америке не составляет труда, и делается это онлайн. Причина номер 7 – авторитет летных сертификатов. Получив образование в США, вы сможете устроиться на работу в любой точке мира. Американские летные сертификаты признаются и ценятся везде. Восьмое. Справедливая медкомиссия. Пилот должен иметь медицинский сертификат на протяжении всей своей карьеры. Пилот должен быть здоров, потому что он отвечает за жизнь множества людей. В США взяток не берут, поэтому если человек по каким-то показаниям не проходит, то медкомиссию он не пройдет. Но если проблем со здоровьем нет, то комиссия не займет много времени. Девятое. Американский менталитет. В США студентам дают много свободы и учат самостоятельности. У студентов много обязанностей, но также у них много прав. И последняя, 10-я причина. Совмещение приятного с полезным. Полезное – это получение летного образования. Приятное – возможность жить в США, путешествовать не только по США, но и в другие страны мира, сделать успешную карьеру и заработать хорошие деньги. Стоимость обучения. Точную стоимость лицензии частного пилота в США назвать сложно, ведь на нее влияют следующие факторы. Выбранная авиашкола и место ее расположения, модель самолета, на котором проходит обучение, и год выпуска, количество теоретических и летных часов, которые потребуются для сдачи экзамена, количество пересдач, которые оплачиваются отдельно. В среднем обучение может обойтись примерно в $10 000. На сдачу экзамена, компьютерное тестирование плюс практика придется потратить порядка $700. Точная сумма зависит от штата. Если сдать с первого раза не удастся, на дополнительные летные часы и повторную сдачу уйдет от $1000 до $1500. Учебные материалы обычно не входят в стоимость обучения, и даже летную книжку для записи сведений о полетах придется приобрести самостоятельно. На это стоит отложить примерно $300-500. Самое интересное, сколько же вы сможете зарабатывать? Зарплата частного пилота с коммерческой лицензией. Зарплата чартерного пилота зависит от вида работы, работодателя и размера самолета, а также опыта и квалификации пилота. У пилотов частных самолетов обычно гораздо более разнообразный график работы, чем у пилотов коммерческих авиакомпаний, поскольку чартеры частных самолетов зависят от индивидуальных потребностей клиентов. Частные самолеты могут арендовать предприятия, группы и отдельные лица, путешествующие по делам или на отдых, или благотворительные организации, перевозящие персонал, оборудование или помощь. Частные авиакомпании также часто нанимают пилотов вертолетов, поскольку вертолеты предлагают большую гибкость и больше посадочных площадок.
По данным сайта по набору пилотов, зарплата пилота частного самолета колеблется от 47 до 273 тысяч долларов в год. Это максимальная цифра, основана на зарплате пилота частного самолета, капитана с 8-летним стажем работы в более высокооплачиваемой компании по чартеру частных самолетов. Однако PayScale.com подсчитал, что средняя зарплата чартерного пилота в США составляет 66 тысяч долларов в год. В Великобритании, согласно сайту вакансий Glassdoor, ежегодная зарплата пилотов частных самолетов составляет около 42 тысяч фунтов стерлингов. Но согласитесь, зарплата в данном случае — это не главное. Лицензия частного пилота дает вам свободу подняться в воздух и полететь в одиночку или с друзьями в любое время и в любое место. И, конечно, чувство полета — лучшее чувство в мире, поскольку пилотирование самолета дает человеку ощущение, наиболее близкое к птичьему полету. Пишите в комментариях, развеяли ли мы мифы о том, что стать частным пилотом — это невозможно или очень трудно и дорого. Самое главное — это иметь стремление и желание. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, и совсем скоро мы с вами увидимся в следующем выпуске. Всем легких полетов и пока!